Друзья, всем привет! Добро пожаловать ко мне на канал. И сегодня я отвечаю на ваши вопросы, которые мне поступали отовсюду, в комментариях, в директе, в инстаграме, везде. Первый вопрос: почему я переехал? Я переехал для того, чтобы заработать денег. Значит, это обычное желание любого человека, который переезжает в другую страну. Честно говоря, я очень долго сомневался, ехать или не ехать, но в связи с всеми нам известными событиями такое решение как-то оно пришло само собой. Я думаю, я ответил на этот вопрос. Перейдем к следующему вопросу. У себя я занимался бизнесом и параллельно работал в IT-компании. Первый такой мой серьезный бизнес, который я открыл, была кофейня, ProBar называется. Может, слышали о ней, находится на площади Победы. Поработали какое-то время, но здесь не заладились отношения у нас с партнером, и нам пришлось расстаться, и расстались мы не очень красиво. Но это уже отдельная история. Позже я начал заниматься торговым бизнесом. Торговали вещами мы с другом, было 2 магазина. Все, в принципе, шло неплохо, если бы не экономическая дыра, в которую мы попали после февраля 2022 года. Тогда пришлось всем тяжело, и я знаю многих бизнесменов, у которых были серьезные бизнесы, которым пришлось позакрываться. Даже не знаю, чем они сейчас занимаются. Да и IT-индустрия тоже переживает сейчас и переживала в то время очень сложные времена, и работу было найти сложно. Поэтому я решил приехать в Катар. И уезжал я через агентство, то есть агентство мне предложило работу, вернее, оно предложило мне вакансию, и я уже прошел собеседование, успешно получил должность, и через это агентство, с помощью этого агентства я сюда же и уехал. Я не буду рекламировать агентство. Я думаю, если люди интересуются из Беларуси о выезде за границу, особенно в арабские страны, они знают, что это за агентство. Кто не знает, просто вбейте в Google «работа за границей», работа в Дубае, в Катаре для белорусов. Сразу поймете, о какой компании я говорю. Знаете, я из тех людей, которые во всем ищут положительные стороны. То есть я не негативный человек. Во всем я стараюсь искать плюсы. Работает здесь неплохо, скажем так. Конечно, есть к чему стремиться, и всегда есть какие-то моменты, которые можно улучшить. Например, на данный момент у меня 1 день выходной, что, в принципе, катастрофически мало. Касательно оплаты труда, оплата хорошая. Здесь я жаловаться не буду. Неплохая оплата труда. Живу я в отеле, могу себе позволить жить в отеле, вот в этом прекрасном районе. Прям через дорогу сейчас я сижу у отеля Шератон, самый знаменитый и самый первый вообще отель в Дохе. Да, здесь жить дорого. Я расскажу вообще о своих затратах, которые у меня есть здесь. То есть первое, это же, конечно, проживание. Я снимаю отель с другом, мы платим за него 3750 катарских реалов. По жилью понятно, в общем, на жилье у меня уходит, как я уже сказал, $500 в месяц. Будем говорить в долларах, чтобы всем было более понятно в ценах. Также следующая такая глобальная затрата, получается, это питание. Продукты здесь дорогие, не так, как раньше, когда я здесь был. Здесь цены
здесь очень подорожало за последние несколько лет. На питание у меня уходит где-то в районе, получается, если в долларах, в районе 300-350 долларов. Я прям не супер шикую. У меня в отеле нет кухни, и поэтому приходится постоянно где-то есть. Я могу себе приготовить завтрак. Обычно это овсяная каша, авокадо с красной рыбой и кофе. А обедаю я уже где-то в каких-то местах. То есть в ресторанах или покупаю уже готовую еду в супермаркете. И вот на все про все это в целом у меня выходит где-то 350 долларов. То есть 500 плюс 350 уже выходит 850 долларов. Затем идет транспорт. Транспорт я использую общественный. Я езжу на метро, что в целом, в принципе, не затратно. У меня на транспорт в общем и целом. Иногда я использую такси, потому что, допустим, в пятницу метро работает с 2 часов, а мне на работу, к примеру, к часу, и приходится пользоваться такси. И такси я так использую где-то 4 раза, получается, 4-5 раз в месяц. Самое интересное, что эти 4 раза в месяц, они по стоимости больше, чем все остальные дни, когда я использую метро. Получается, я трачу на транспорт примерно долларов, наверное, 50. Вот. Итого у нас получается 900 долларов. Ну и плюс-минус еще затраты на какие-то развлечения, сходить куда-то с друзьями, посидеть где-нибудь, отдохнуть. Возьмем это еще, к примеру, 100 долларов. То есть, если так округлить, примерно плюс-минус в месяц затрат здесь выходит у меня 1000 долларов. Всех интересовал вопрос этот. Я не хочу говорить об этом, я вам рассказал, сколько я примерно трачу в месяц. Понятно, что я не буду сюда приезжать, чтобы работать в ноль. Я хорошо откладываю. Можете примерно прикинуть, сколько я зарабатываю. Помимо этого у меня еще есть там разные проекты, с которых я зарабатываю деньги. То есть так сложно сказать конкретную сумму. Около 1000 долларов затрат у меня выходит в месяц. Вот. Надолго ли я сюда вообще приехал? На этот вопрос, наверное, только сам Бог знает ответ. У меня есть, конечно же, план, по которому я двигаюсь. Да, я не собираюсь здесь жить постоянно. У меня есть планы двигаться дальше. И хочу отметить, что я, в принципе, не планировал вообще сюда приезжать, если бы не определенные обстоятельства. Я занимался бизнесом, я хотел расти, развиваться у себя в стране, строить компанию, выходить на международные рынки. В общем, были планы, которые так и остались пока планами. Но я шел по намеченному пути, в принципе, все шло так, как я и планировал. Да, пускай не каким-то стремительным и быстрым ростом, но все шло так, как надо. Прошло только 9 месяцев после того, как я сюда приехал. Однозначно зиму я буду здесь, потому что здесь шикарная погода. Отсюда уезжать вообще просто грех. Не понимаю людей, которые вот там поработают пару месяцев, там, переживут здесь лето, и потом вот, когда настает такой вот шикарный период, они берут и увольняются и уезжают. У меня есть такие примеры здесь. Но это другой разговор. Отдыхаю в основном я вот снимаю влоги. Для меня это такое, знаете, хобби. Помимо музыки, кто давно меня смотрит, знает, что я также играю на гитаре, пою. Вот, это одно из моих хобби, но гитары здесь у меня нет. И, в принципе, я не хочу ее покупать, чтобы потом с собой ее не таскать. У меня есть офигенная гитара, которая осталась в Беларуси. Я ее люблю, обожаю, моя муза, поэтому замены мне не надо. В общем, одно из развлечений — это вот у меня влог, я уже сказал. Второе, да, я люблю также сходить в какой-нибудь барчик, сходить в клуб, немножко потанцевать. Здесь это все есть. И иногда я хожу вот просто в бар
пойти выпить чего-нибудь, посидеть с друзьями, поболтать. Это тоже очень разряжает. Также пляжи. Я люблю плавать. Я плаваю у себя в отеле, я плаваю вот в море. Также я хожу в тренажерный зал. Тоже это как одно из для меня развлечений полезных. По большому счету это все. Я хожу на разные выставки, кстати. Здесь очень много событий разных происходит, о которых я также снимаю. Я снимал о Женевском автосалоне, который здесь проходил. Я ходил туда, ходил на кофейную выставку, на выставку по недвижимости. В общем, здесь при желании, если захотеть, есть чем заняться. Мне задавали вопрос, как там дела обстоят с алкоголем, это же мусульманская страна. Алкоголь, чтобы здесь приобрести, нужна лицензия, которую должна выдать компания, в которой вы работаете. Но не все работодатели выдают лицензии. Допустим, мой работодатель не дает. Поэтому приходится хитрить и умудряться через разных сторонних людей приобретать алкоголь. Если пить в баре, это дорого. Отдавать за бутылочку 0,33 пива Корона $20, я думаю, не каждый согласится. Поэтому, да, это случается в моей жизни. Я отдаю такие деньги за 0,33 пива, когда очень захочется. Но это очень редко. Ну, два варианта есть. Вы не уточнили, кстати, как вы хотите сюда приехать. Вы хотите сюда приехать отдохнуть. Если хотите приехать сюда отдохнуть, то вы можете, если вы из России или из Беларуси, приехать без всяких виз. И виза выдается по прилету сюда. Стоит она 100 реал, что в эквиваленте где-то $27. И находиться здесь можно без визы 30 дней. Сейчас, кстати, самый сезон. Всех жду, приезжайте в Катар, чтобы отдохнуть, сменить обстановку. Здесь очень красиво, мне очень нравится. Очень все эстетично. А чтобы приехать сюда работать, нужно тщательно выбирать работодателя. Потому что ехать сюда за копейки, ну, наверное, нет смысла. Страдать и получать еще при этом мало денег не советую. А приехать сюда можно работать также через агентство. У нас в Беларуси есть одно самое знаменитое агентство. Я думаю, вы, если захотите, найдете. Не буду делать рекламу. Мне за нее не заплатили. Вот. Так что успехов тем, кто хочет сюда приехать, поработать на этом интересном, непростом, но интересном пути. Ну а тем, кто хочет сюда приехать отдохнуть, буду рад встретиться со своими подписчиками, кто сюда приедет, показать немножко город, если у меня будет такая возможность. Пообщаться, познакомиться, будет классно. Друзья, кстати, подпишитесь на мой канал. Я снимаю для вас контент из такого замечательного места. И это мой влог, мой лайфстайл. Я здесь буду снимать не только о жизни в Катаре, да вообще в целом о каких-то событиях, которые происходят. Запланировал один классный челлендж для себя. И вот YouTube-канал как никогда кстати будет, чтобы регистрировать свои успехи. Это такая, знаете, расписка, что ли, перед подписчиками, что я это сделаю, но не буду пока раскрывать карты. Я думаю, следующий ролик об этом как раз сниму. Еще один из вопросов был, в какой сфере я работаю, где я работаю. Не хочу упоминать ту же компанию. Работаю я в, скажем так, сфере люкс.
в достаточно крупной компании, которая владеет многими брендами, серьезными такими здесь. Я работаю в этой компании. Я работаю 6 дней в неделю по 8 часов, и один у меня выходной. Я думаю, стоит сюда ехать людям, которые хотят вообще посмотреть другой мир. Все-таки мусульманский мир — это немножко другой мир, ощутить эту арабскую культуру. Те, кто любит вот эти все запахи, парфюмы, кофе, все вот это вот арабское, нужно сюда приехать, чтобы вообще хоть раз в жизни окунуться и ощутить вот эту арабскую культуру. Также сюда нужно приехать амбициозным людям, которые хотят сменить обстановку, которым надоел прям их обыденный уклад жизни, вот, которые хотят попробовать поработать за границей, потому что на данный момент в арабскую страну, думаю, проще всего уехать официально работать. Официально, подчеркну. Вот. И, наверное, третий тип людей, которым стоит сюда приехать, это те, кто просто ненавидит зиму, потому что здесь круглый год солнце, тепло. Так что, ребята, кто любит лето, welcome. Ну что ж, это был такой вот коротенький вложик, ответы на ваши вопросы. На этом, пожалуй, закончим сегодняшнее видео. Не забывайте поставить лайк, подписаться на мой инстаграм, я вот здесь вот его оставлю, подписаться на мой YouTube канал. И, друзья, до новых встреч!